Самая частая ошибка при голодании – это то, что пациенты неправильно входят в процесс голодания и неправильно выходят из него, и ставят перед собой нереалистичные цели с полным непониманием, как достичь этой цели, как голодать, зачем голодать, что будет, если неправильно голодать, и какие самые частые ошибки совершают люди при голодании. Среди вас много тех, кто за голодание, и тех, кто против. Много вопросов пишете по поводу этой темы. И я решил сделать ролик, где мы рассмотрим эту тему с разных сторон и комплексно. Напишите в комментариях о вашем опыте голодания и о полученных результатах. Будет очень интересно почитать не только мне, но и нашим зрителям. Цель голодания. Знание своих целей поможет вам выбрать тот вид голодания, который подходит именно вам. Я хочу сказать, что голодание – это не панацея, но если вы будете правильно ставить свои цели, то вы сможете достичь правильных результатов и помочь своему здоровью. Я выделил 3 глобальные цели, которые вы можете ставить перед собой. Первая цель и самая частая. Это нормализация метаболизма. Можно с помощью голодания избавиться от метаболического синдрома. Метаболический синдром – это совокупность 4 показателей: повышение артериального давления, дислипидемия, нарушение соотношения хорошего и плохого холестерина и повышение триглицеридов, что ведет к разрушению наших сосудов, инсулинорезистентность, то есть повышение уровня инсулина, снижение чувствительности к глюкозе, и тем самым может развиться инсулинорезистентность или сахарный диабет 2 типа. И 4 – это увеличение объема талии, абдоминальное и висцеральное ожирение. Самое плохое ожирение – это висцеральное ожирение, ожирение внутренних органов, жировой гепатоз, ожирение поджелудочной железы, и еще когда жир накапливается между петлями кишечника и так далее. И все это ведет к тому, что у нас увеличивается объем талии и нарушается метаболизм. Все это можно успешно убрать с помощью голодания. Вторая цель – профилактика онкологических заболеваний. У нас есть противораковый иммунитет, и раковые клетки нашим организмом воспринимается как что-то чужеродное. И когда мы голодаем, эти иммунные клетки, они активизируются и находятся в активном состоянии, и более того, они начинают размножаться. Третья цель – это борьба со старением. Одним из ведущих механизмов старения является постоянная активность внутриклеточного комплекса mTORC1. В ролике про куркуму я про комплекс mTORC1 подробно рассказывал. Ссылку вставлю в описании. Комплекс mTOR1 способствует синтезу белков, регулирует метаболизм глюкозы, подавляет аутофагию, стимулирует клетки к размножению, способствует накоплению ошибок ДНК. Возникают различные опухоли, дефекты в клетках, которые ведут к старению. А голодание блокирует работу комплекса mTOR1. Если в 2 словах, то постоянная активность комплекса mTOR1 способствует ускорению процессов старения, а голодание снижает активность комплекса mTOR1. Важный момент, кому нельзя голодать: ослабленным людям после перенесенного тяжелого заболевания, людям с иммунодефицитом, людям с почечной, сердечной недостаточностью, людям с дистрофией. С точки зрения тибетской медицины нельзя голодать людям конституции ветра. В процессе голодания ветер может возбудиться, и у вас будет ощущение головокружения, тревоги, сердцебиения и множество других неврологических симптомов разом может возникнуть. Чем голодание может помочь на самом деле? Не вдаваясь в детали про виды голодания, о которых я расскажу позже, голодание может помочь синхронизировать наши биоритмы. Что такое биоритмы? Например, у нас в определенное время дня и ночи вырабатываются различные гормоны. Ночью вырабатывается мелатонин. В утренние часы больше кортизола, выше уровень пролактина, выше уровень тестостерона, выше уровень соматотропного гормона. Соответственно, периферические ритмы подстраиваются, и наши органы начинают работать по-другому. Когда человек голодает, это всегда дефицит калорий. Дефицит калорий приводит к тому, что у человека включаются альтернативные виды энергообеспечения. То есть у человека метаболизм становится более гибким, и он может использовать в одно время углеводы, в другое время жиры. Это все ведет к тому, что человеческий организм
становится более приспосабливаемым. Тут хочу отметить, что некоторые люди ставят перед собой цель похудения через голодание. Здесь я хочу сказать, что через голодание похудеть может любой человек. Но сохранить тот вес, который нужен вам, это очень сложно. Если вы будете правильно цель ставить и постепенно через различные виды голодания снижать свой вес не более 2,5 килограммов в месяц, то ваш метаболизм будет постепенно подстраиваться, и такое снижение веса обратно не возвращается. То есть мы работаем с метаболизмом, оздоравливаем организм, оздоравливаем метаболизм, а не похудением. Голодание регулирует аппетит, влияет на выделение гормонов грелина. Грелин – это гормон голода. Снижение уровня грелина снижает аппетит, и человек легче переносит голод. Но и также, конечно, голодание регулирует выделение глюкагоноподобного пептида 1, лептина. Все эти факторы и гормоны, они регулируют наш метаболизм. Голодание улучшает противораковый иммунитет. Как я уже ранее сказал, что раковые клетки воспринимаются нашим организмом как что-то чужеродное, и у нас есть противораковый иммунитет, в частности, это Т-лимфоциты, которые называются CD8+. И вот голодание активирует работу этих Т-лимфоцитов и способствует к их размножению. Какие главные ошибки в голодании люди совершают очень часто? Если мы говорим о лечебном голодании, это голодание от 3 дней и более, то, конечно, неправильно входит и неправильно выходит из голодания. Например, если вы решили голодать 7 дней, то вы должны войти в этот процесс голодания постепенно. Начать с интервального голодания 8-16 – 7 дней, 6-18 – 7 дней, 4-20 – 7 дней и с одноразовым питанием 7 дней и войти в 7-дневное голодание и выходить обратно пропорционально, да? После голодания 1 раз в день едим 7 дней, потом дальше 4-20, 6-18 и 8-16. Здесь очень важно, потому что если мы вдруг живем, просто ничего не делаем, питаемся нормально и решаем голодать 7 дней, и прекращаем есть, пьем только воду и так живем неделю. Этим самым мы очень сильно вредим своему организму. За эти 7 дней наш организм получает колоссальный стресс, который потом ему придется восполнять эти потери долгое время. И никакой пользы для здоровья не получаем. Возможно, мы за эти 7 дней сбросим 7 килограммов, которые придут быстрее, чем 7 дней, когда мы начнем питаться так же, как питались до процесса 7-дневного голодания, быстрее придут. За 3-4 дня они уже восстановятся и наберем еще пару килограмм лишних. Ошибки, совершаемые при интервальном голодании. Неважно, какое интервальное голодание, 8-16, 6-18, 4-20 и так далее. Очень важно, когда мы начинаем есть. Время начала питания при интервальном голодании не позже 8 утра. Можно начать раньше. Например, если вы сидите в интервальном голодании 6-18, то вы должны есть завтрак в 8 утра, обед в 11, а ужин в 2 часа дня, но не позже. Ко мне приходят многие пациенты, которые сидят на интервальном голодании и говорят о том, что этот вид голодания не работает. Когда я спрашиваю, как они питаются, они говорят: я завтракаю 12 дня и до 8 вечера ем, потом ничего не ем. С 8 вечера до 12 дня я голодаю. Я объясняю, что вы в неправильное время едите. Ваше интервальное голодание не работает, оно даже и не называется интервальным голоданием, потому что интервальное голодание связано с нашими биоритмами. И в утренние часы наш организм находится в наиболее активном состоянии. И в это время можно есть, тогда только будет эффект. И третья большая ошибка – это суточная калорийность. Если при интервальном голодании у вас будет суточная калорийность превышать 1100 килокалорий в сутки, то никакого голодания не будет.
И еще очень важно соотношение белков, жиров, углеводов. При интервальном голодании белков должно быть 10-15% от общего приема пищи за сутки. Жиров должно быть 40-45% и углеводов 30-40%. И четвертая ошибка, это касается лечебного голодания, 3 и более дней. И ошибка в том, что это голодание люди не делают под присмотром врача. Раньше, я помню, когда мой дедушка работал, еще мы жили в внутренней Монголии, он именно вел людей, которые находились в лечебном голодании. Это 3 недели, может 2 недели и так далее. И он у них жил, с ними проводил это голодание, смотрел и следил за тем, как организм реагирует на голодание. Но я знаю, что люди, которые занимаются голоданием, они, как говорится, сами с усами, они все знают. Но в любом случае я должен был об этом сказать, свое мнение, потому что это очень важно. Имея в виду все эти ошибки, о которых я уже рассказал, которые люди совершают во время голодания и при этом получают вред или в лучшем случае не получает никакого эффекта, я решил запустить свой курс интервального голодания с 1 августа по 21. В этом курсе я подробно буду расписывать ваше питание, время питания. И будет у нас чат, через который вы будете со мной непосредственно общаться и общаться друг с другом. Вы можете делиться своими результатами, своими впечатлениями, а я буду отвечать на ваши вопросы и буду пристально следить за тем, как у вас проходит интервальное голодание в течение этих 3 недель. В общем, я приглашаю вас провести со мной с пользой это время. Все детали про этот курс и записаться вы можете в первой ссылке в описании к этому ролику. Конечно же, будет летняя скидка. Виды голодания и их особенности. Первое – это интервальное голодание или питание, ограниченное во времени. Они бывают 8-16, то есть 8 часов. Это тогда, когда можно есть 6-18, 4-20 и одноразовое питание в сутки. Я всегда своим пациентам рекомендую интервальное голодание, так как этот вид голодания безопасный и подходит многим людям. Следующие виды голодания начинаются только тогда, когда у человека нормальное питание. Хотя бы завтрак начинается в 9 утра и заканчивается до 7 вечера. В таком случае вы можете один раз в неделю в течение 36 часов ничего не есть. Например, выбираем один день в неделю, четверг. В среду вечером ужинаем и до пятницы утра, до завтрака пятницы, ничего не едим. Можно пить воду. Третий вид голодания 2-5, то есть 2 дня в неделю ничего не едим. Вы можете 2 дня подряд ничего не есть. Или эти 2 дня разделить по одному дню в течение недели. Например, понедельник и четверг ничего не едим в течение 24 часов. И последний вид голодания – это лечебное голодание. 3 и более дней голодания. Это голодание бывает разным. Сухое голодание на воде. Это уже как вам пропишет доктор. Что происходит с организмом во время голодания и какие процессы в нем запускаются? Становится меньше среднесуточный уровень глюкозы, становится меньше колебаний глюкозы в течение суток, улучшается чувствительность к инсулину, то есть растет чувствительность к инсулину. Будут активизироваться гены, которые активируют аутофагию. Аутофагия – это самопереваривание продуктов метаболизма клеток, вредных каких-то элементов, которые остались, дефектных белков, токсинов и вирусов и бактерий. Все это самопереваривается. Аутофагия бывает базовая и бывает стрессовая. Вот при голодании запускается стрессовая аутофагия. Будут активизироваться гены, которые отвечают за перекисное окисление липидов и за борьбу со свободными радикалами. Перекисное окисление липидов – это химический процесс превращения липидов в активно заряженные молекулы. Повышается уровень нейротропного фактора головного мозга. Это такие вещества, которые бывают не только в головном мозге, но и в кишечнике. Считается, что количество этих веществ уменьшается с возрастом. И из-за этого у людей появляется болезнь Альцгеймера, болезнь Паркинсона и нейродегенеративные изменения. И голодание позволяет сохранить
и улучшить работу бета-клеток поджелудочной железы. Бета-клетки – это те клетки, в которых вырабатывается инсулин. Как-то я делал ролик про поджелудочную железу, что это орган долголетия с точки зрения тибетской медицины. И вот там как раз говорилось о том, что нужно давать поджелудочной железе отдых. Голодание как раз таки мы даем поджелудочной железе отдых. Ну и как я уже говорил, понижается активность комплекса mTOR-1. Об этом я уже рассказал и в этом ролике, и в других роликах. Будьте здоровы!